Это вынудило его тренироваться, чтобы стать сильнейшим охотником на драконов с божественными способностями. В этом мире драконы превосходят людей по силе и мастерству, потому что в их крови есть древняя магия. Убить дракона можно было только двумя способами: либо подставить его под солнечный свет, либо пронзить его сердце серебром, материалом, который замораживает дракона при контакте с его маной. В результате те, кто обладал навыками убивать драконов, стали охотниками на драконов. Но драконы по-прежнему легко нападали на города и убивали людей. Погибли миллионы людей, включая охотников на драконов в королевстве, кроме одного Рагнара. Он узнал, где находится Ультиматия, лидер драконьей родословной, и сразился с ними. Он был полон решимости уничтожить их за все, что они сделали. Он ненавидел их всем сердцем. Но они жестоко избили его и победили. Он был слаб. Он был просто уродливым сиротой, полным неудачником. Его родителей съели драконы, когда ему было 3 года, и его взяли к себе родственники. Но через день их тоже съели драконы. Потом его продали в богатую семью, и что вы думаете? Появились драконы и съели их тоже. В итоге он не только остался без дома, но и стал объектом издевательств. Ведь драконы появлялись каждый раз, когда он был рядом, и убивали всех, кроме него. Как будто он был проклят и должен был смотреть, как умирают все, кто ему дорог. И спустя 8 лет он все еще был проклят. Конечно, он был побежден родом драконов, но он все еще был жив, и это заставляло его хотеть умереть. Даже драконы хотели его прикончить. Но Ультиматия остановила их. Она знала прошлое Рагнара и сколько раз он выживал в схватках с драконами. Она верила, что это была воля Бога, и если это была воля Бога, то это могло означать только одно: Бог хочет, чтобы Рагнар стал его новым слугой. Ультиматия делает клинок из своей крови и пронзает им Рагнара. Она объясняет, что теперь он все забудет, потому что с этого момента Рагнар станет драконом. Рагнар кричит от боли, когда кровь дракона смешивается с его телом, и ему кажется, что он горит изнутри. Но это еще не все. Все его воспоминания, страхи и ненависть медленно исчезают, пока в его голове не всплывает одно имя. Ее зовут Леника. Он встретил ее, когда над ним издевались, и она спасла его, победив обидчиков. Она представилась охотницей на драконов и предложила ему присоединиться к ней. Он боялся, что она тоже погибнет, и он снова останется один. Но она заверила его, что она сильнее драконов, и поэтому не умрет. Только слабые умирают. Рагнар наконец-то нашел того, кто выживет вместе с ним. Они объединились и вместе охотились на драконов. Но Лейка делала большую часть работы, потому что Рагнар был трусом. Она побеждала драконов годами и стала лучшей охотницей на драконов в их городе. Она также стала героиней Рагнара. Он больше не думал, что проклят, и все это благодаря ей. Поэтому он посвятил себя тому, чтобы заботиться о ней. Он все еще был слабаком, но хотел быть полезным для своей героини. Он даже тренировался тайно, хотя у него не было таланта к охоте на драконов. Он никогда не был таким, как Леона, но пока он мог помогать ей, он был доволен. Однажды на город напал могущественный дракон по имени Гримвельд. После того, как Даннар упал, Леона сразу же вышла на бой, а Рагнар последовал за ней. Люди умирали направо и налево. Рагнар заметил Гримвельта, который использовал магию крови, превращая ее в клинки или пламя. Он напал на него из засады, но его меч сломался при ударе. Гримвельт контратаковал огненным пламенем и сбросил его в реку. Леона увидела это и пришла в ярость. Она набросилась на Гримвельта за то, что он ранил ее Рагнара, угрожая убить его. Она бросилась в бой и яростно сражалась с ним. Но он был не так прост, как низшие драконы, которых она убивала одним или двумя ударами. Он даже не использовал всю свою силу, но она была измотана и не могла даже поцарапать его. Он был настолько силен, что она даже подумала, не был ли он богом драконов. Это разозлило Гримвела. Он был оскорблен за бога драконов. Как она могла сравнивать такого ничтожного дракона, как он, с их могущественным богом-малышом? Он атаковал ее огненным пламенем, но она всегда была внимательна в бою, поэтому быстро увернулась. Тогда Гримвельд решил преподать ей урок о драконах. Он был 10-м в родословной, что делало его самым слабым из высших драконов. Он даже рассказал ей, почему королевство будет уничтожено. Ленака была потрясена, услышав, что их жизни зависит от настроения маленькой девочки. Для драконов это нападение было несерьезным, потому что охотники на драконов не представляли для них угрозы. Вот насколько ничтожными были люди. Гримвельд небрежно рассмеялся и снова напал на Лейку. К сожалению, он ее прихлопнул. Рагнара вытащили из реки, и он уже очнулся. Он видел, что произошло, и вся его жизнь изменилась. Его герой погиб у него на глазах, и казалось, что проклятие все еще действует. Гримвельд продолжал убивать всех в городе, но Рагнар выжил. Он был совершенно опустошен и возненавидел драконов. Он отправился в путешествие, чтобы убить всех драконов на свете. Он хотел отомстить, поэтому много лет упорно тренировался. Он даже несколько раз чуть не погиб, но продолжал идти вперед. Он нашел новых друзей, но все они погибли, а он выжил.
Он терял людей вокруг себя, но не останавливался. Он не для того всю жизнь страдал, чтобы превратиться в дракона благодаря ультиматии. Поэтому он прервал ритуал, пронзив свое сердце серебряным мечом. Это привело к его смерти. Ультиматия была разочарованной и ушла, чтобы продолжить работу со своей семьей. Сразу после этого появился Малиновый, предыдущий король драконов, и воскресил его. Малиновый ушел до того, как Рагнар очнулся. Рагнар стал тренироваться еще усерднее. Но он все равно проигрывал большинство сражений, он был еще недостаточно силен, но постепенно начал побеждать, и теперь он всегда побеждал в битвах. Он делал это десятилетиями, пока его серебряный меч полностью не слился с его телом. Это позволило ему испускать серебро из собственной плоти. Он превзошел человеческие возможности и стал самым сильным охотником на драконов. Теперь он был на одном уровне с королями драконов. Он мог защитить все и всех, но ему больше нечего было защищать. Каждый день он чувствовал себя бесполезным, но через несколько дней Рагнар встретил его. Рагнар отреагировал как всегда, он попытался сразу же убить Малинового, но оказалось, что у Малинового несколько тел и он бессмертен. Малиновый сбросил бомбу. Он хотел, чтобы Рагнар присоединился к нему и помог исполнить его желание, которое было таким же, как и у Рагнара – убить всех драконов до единого. Рагнар в шоке. Он не может поверить в эти слова. Малиновый говорит, что когда они закончат, Рагнару придется убить последнего живого дракона, самого Малинового. Недолго думая, Рагнар воспользовался этим шансом и начал революцию по истреблению драконов. Но это заняло слишком много времени. Они хотели, чтобы все произошло быстрее, поэтому решили отправить Рагнара в прошлое и дать ему нынешнюю силу. Он появляется в ночь нападения прямо перед смертью Леоны. Гримвельд все еще рассказывает ей, как мало драконы думают о людях, а юный Рагнар все еще в реке. Старший Рагнар показывает ему все ужасные воспоминания, в том числе и то, как умирает Леона. Он пронзает его мечом, передавая ему всю свою силу, чтобы спасти Леону и всех остальных. Когда сила проходит сквозь него, юный Рагнар испытывает невыносимую боль и громко кричит, пугая охотников на драконов, которые его спасают. Когда Гримвельд пытается напасть на Лейку и ударить ее, Рагнар просыпается. Он мгновенно замораживает всех низших драконов без каких-либо усилий. Его поведение полностью изменилось. Теперь он кажется холодным благодаря серебристой ауре, которую он излучает. Это пугает Гримвельта, и он останавливается на полпути к атаке. Он сравнивает эту пугающую ауру с аурой монарха драконов. Когда он видит, что она исходит от Рагнара, он пытается вести себя жестко, превращаясь в дракона. Но Рагнар мгновенно замораживает и его, разбивая на куски. Леоника стоит и смотрит на эту безумную силу. Она все еще жива, и это радует Рагнара. Он подбегает к ней, чтобы обнять, и теряет сознание. На следующий день на город снова нападает лесной дракон по имени Темутвав. Рагнар все еще спит, но Леоника сразу же выходит из дома, чтобы защитить людей. Лесные деревья, которые продолжают нападать на нее, кажутся бесконечными и живыми. Они даже добираются до комнаты Рагнара и пытаются напасть на него. Когда Леоника видит это, она возвращается, чтобы помочь ему. Но другие деревья преграждают ему путь. Но прежде чем они успевают напасть на нее, Рагнар просыпается. Он замораживает деревья и находит Темутвафа, который пожирает служанок в лесу. Он без раздумий бросается на него, что пугает Леонику. Она следует за ним, но не может угнаться, потому что он слишком быстр. Когда он добирается до Темутвафа, он сбивает его с ног, прежде чем тот успевает проглотить молодую служанку, и тот отлетает в сторону. Но когда он поворачивается к девушке, то понимает, что это Малиновый, предыдущий король драконов, только в другом обличье. Он думает, что Малиновый пришел за ним, но Малиновый не понимает, что происходит и кто этот сумасшедший парень. Но Рагнар помнит свое прошлое, поэтому знает, что Малиновый всегда был таким. Леоника вскоре догоняет его, и Темутваф нападает на них. Леоника готовится к бою, но Рагнар быстро справляется с ним. Он бросает в Темутвафа серебряную бомбу, и тот взрывается, уничтожая весь лес. Леоника удивлена силой Рагнара. Она даже шутит, что теперь ей будет трудно угнаться за ним. Но Рагнар просто говорит ей, чтобы она оставила его и уехала из страны. Лео в шоке. Она не понимает, почему он так сказал. Она отказывается это понимать. Она кричит на него. Она лидер. Она та, кто отдает приказы. Рагнар в шоке. Лео всегда был спокойным, сильным и правильным, в какой бы ситуации они ни оказались. Почему она не может принять, что это лучшее решение? Но реальность и чувство вины настигают его. Лео действительно сильный и спокойный, но она всего лишь 12-летний ребенок. Она всего лишь ребенок, который был вынужден стать сильным, чтобы защитить себя, такого слабого и жалкого. Но теперь пришло время измениться. Он знает, что Лео умрет, если останется с ним, поэтому должен принять решение. И вот он решает спасти ее, повторяя те же слова, которые она сказала
сказала ему, чтобы спасти его. Слабые умирают. Лео начинает терять самообладание. Она не хочет расставаться с ним. Она приходит в ярость, думая, что сможет доказать свою силу, напав на него. Но меч самого сильного охотника на драконов останавливается одним пальцем Рагнара. Он заставляет ее уехать из страны с другими охотниками на драконов и смотрит, как она уходит, плача. После того, как Лейка уезжает из страны, Рагнар поворачивается к нему. Кримсон хочет вернуться домой, но Рагнар настаивает, что он прежний король драконов. Но это не имеет смысла, потому что он все еще жив, несмотря на то, что находится на солнце. Рагнар объясняет, что Кримсон еще не умер, потому что он больше не крылатый король. Кримсон отмахивается от этого и уходит. В этот момент Рагнар внезапно падает в обморок из-за высокой температуры, и Кримсон остается с ним, потому что Рагнар спас его раньше. Рагнар приходит в себя и спрашивает Малину, почему драконы разрушают королевство. Рагнар объясняет, что именно поэтому им нужно действовать сейчас. Им нужно убить крылатого монарха, который ими управляет, Ультиматию. Малина не верит ему, это звучит как шутка. Но Рагнар не шутит. Их будущем я удалось это сделать, значит, это возможно. На этот раз они сделают это еще быстрее, потому что уже встречались. Малина оборачивается и думает о том, что Рагнар так много о нем знает. Он задается вопросом, что же это за будущее, о котором он все время говорит, ведь для него оно еще не наступило. Ему это даже кажется забавным. Пока Рагнар был без сознания, он проанализировал его тело и обнаружил, что оно слилось с серебряным мечом. Рагнар может создавать серебро, и его потенциал просто огромен. Малина хитрый и коварный, и ему не терпится опробовать этот новый способ борьбы с драконами. Он поворачивается к Рагнару, все еще притворяясь невинной маленькой девочкой. Вдруг они видят нескольких слабых драконов, пролетающих неподалеку. Они направляются к группе Лейки, и Рагнар не может этого допустить. Он поднимает Малину и бежит в том же направлении, спрашивая Малину, что делать. Малина приказывает ему уничтожить драконов, и Рагнар делает это, сбивая одного из них с ног, отчего остальные останавливаются. Затем он выпускает свое серебро, создавая вокруг себя несколько мечей и пронзая ими дракона, прежде чем тот успевает напасть на него. Дракон замирает. Один из мечей летит в Малину, и он ловит его. Он осматривает его и понимает, что в нем нет ничего особенного. Скорее, это просто мусор. Но он все равно может заморозить дракона одним прикосновением благодаря силе Рагнара. Он может даже победить драконов высшего уровня, даже если они в руках охотников за драконами среднего уровня. Кримсон понимает, что сила Рагнара превосходит его ожидания. Она слишком велика. Если бы он мог управлять армией с помощью этих мечей, то подчинил бы себе всех драконов. Сразу после этого он выплевывает немного слизи и приказывает ей сделать свою работу. Слизь радостно атакует драконов, поглощая их и превращая в кости. Кримсон решает наконец раскрыть свою истинную личность и соглашается объединиться с ним, но при одном условии. Рагнар должен выпить специальный яд, который убьет его, если он попытается предать Кримсона. Кримсон немного боится силы Рагнара, поэтому ему нужна гарантия. Рагнар быстро выпивает яд, не раздумывая, чем удивляет Кримсона. Затем Кримсон садится и обращается к Рагнару, рассказывая ему о своем плане уничтожить всю расу драконов. Затем он убьет дракона Дода, а в конце Рагнар убьет и его самого. На следующий день они отправляются в путь. Впереди они видят группу людей, которые пытаются убить нескольких драконов низшего уровня. Рагнар сразу же расправляется с драконами, чем приводит группу в изумление. Когда он заканчивает, Кримсон подходит к нему и предлагает посмотреть на его серебряные боевые искусства в действии. Он хочет увидеть, каким оружием они пользуются. Лидер группы Майкл успокаивает детей, и Кримсон понимает, что происходит. Он подходит к ним и уверяет, что теперь они в безопасности, потому что Рагнар, жнец, позаботился о драконах поблизости. Он представляет Рагнара как мастера-охотника на драконов, который победил многих драконов высшего уровня. Конечно, это неправда, но им не нужно это знать. И, к счастью для него, они верят в это и даже называют Рагнара жнецом. Майкл представляется и опускается на колени, чтобы попросить помощи у этой пары. Он хочет, чтобы они сразились с главным драконом, который напал на их город Ториер. Им пришлось бежать оттуда, когда на них обрушился мощный торнадо. Его вызвал дракон по имени Диззойс, третий в роду крылатых. Кримсон знает этого дракона и объясняет, как он использует ветер, чтобы скрыться. Рагнар хочет немедленно отправиться на поиски Диззойса, но Кримсон останавливает его и слегка толкает на землю. Он знает, что Рагнар не может двигаться, и говорит ему отдохнуть 3 дня. Очевидно, что Кримсон парализовал его, чтобы он не мешал его планам. Затем Кримсон говорит группе, что Рагнар не может помочь им из-за своих ран.
Поэтому они просят Кримсона помочь им. Но он отказывается, даже когда они обещают заплатить ему всем, что у них есть, включая их мечи. Он знает, что они отчаянно нуждаются в помощи, потому что чувствуют себя виноватыми. Они сбежали из Терьеры и бросили людей. Теперь они чувствуют вину, и Кримсон усугубляет их состояние, рассказывая обо всем, что произошло, пока они убегали. Майкл больше не может этого выносить. Он падает на колени и плачет, потому что все это правда. Но он слишком слаб, чтобы что-то с этим сделать. Если бы у него была сила, как у Рагна и Кримсона, он бы защитил всех. И это то, что Кримсон хочет услышать. Он дает ему меч, который поможет ему победить драконов. Майкл принимает меч, а другие охотники на драконов поддерживают его. Теперь у Кримсона есть люди, которыми он может управлять в бою. Задание выполнено. Он отводит их обратно в оружейную и показывает волшебную дверь, которая ведет в комнату с множеством выставленных на показ ружей. Это самая крутая вещь, которую они когда-либо видели, но больше всего их впечатляют пули. Они заряжены серебром от самого Рагнара Жнеца. Слизь также помогает разведывать передвижение Дёа и докладывать об этом Малиновому. Он показывает им симуляцию текущего состояния города, где видно, что торнадо все еще активен и есть выжившие. Малиновый понимает, что Десойс просто тянет время, потому что ему приказали оставаться в городе. Затем он придумывает план до рассвета. Он воодушевляет охотников на драконов своей мотивационной речью, и они заряжаются энергией. Они уходят и находят Десойса. Вскоре после этого Малиновый с помощью громкоговорителя начинает насмехаться над ним и оскорблять крылатого монарха. Десойс злится, что Крисман оскорбил ультиматию. Он так взбешен, что начинает преследовать их, а это именно то, чего добивался Малиновый. Он продолжает ехать на восток, когда солнце начинает медленно подниматься над горизонтом. Он увеличивает скорость, но Десойс не отстает. Они открывают огонь, и торнадо Десойса быстро ослабевает. Вскоре они проезжают под мостом, и торнадо внезапно останавливается и разрывается. Десойса выбрасывает из торнадо, когда восходит солнце. Рагнар наполнил мост своим серебром, что помогло торнадо разорваться. Десойс в замешательстве, и не успевает он опомниться, как слизь в виде гигантской руки хватает его и насаживает на гигантскую серебряную стрелу. Десойс никогда в жизни не был так растерян. Все происходит очень быстро. И вот он уже замерзает на стреле, которую удерживают 5 рыцарей. Он пытается призвать свой ветер, но у него не получается. Он не может и расплавить стрелу, потому что его магия ослабла. Рыцари крепко держат стрелу, а солнце уже взошло и помогает ему жечь. Он кричит от боли из-за холода серебра и жара солнца. Вдруг земля, на которой лежит стрела, вздымается, и стрела падает, унося с собой Десойса и рыцарей. Стрела ломается пополам, и наконечник оказывается в груди Десойса. Теперь он свободен и в ярости. Он пытается вытащить наконечник стрелы из груди, повернувшись спиной к врагам, и это большая ошибка, потому что Кримсон сбивает его машиной, раздробив на куски. Затем он сгорает и лишается головы. Кримсон считает, что это из-за гордости Дёса. Несмотря на провокации, он не выкладывался на полную, потому что не думал, что его побьют. К сожалению, его небрежность была так же опасна, как серебро и солнечный свет. После битвы Кримсон дает охотникам на драконов и выжившим еду, транспорт и оружие, чтобы они могли покинуть город. Когда они собираются уходить, он произносит заклинание, чтобы они забыли о нем. Затем он разворачивается и исчезает. Майкл благодарит Рагнара за помощь, а Рагнар хвалит его и остальных за то, что они победили дракона, и они счастливы. Они пожимают друг другу руки, и группа охотников на драконов уходит. Затем Кримсон достает рацию из своей шляпы ведьмы и слушает объявление. В нем говорится, что на границе произошло нападение дракона, и все жители должны эвакуироваться в столицу, где безопасно. Никому нельзя приближаться к границе, что бы ни случилось. Рагнар думает, что это ловушка. Они пытаются не дать людям покинуть страну, собирая их в столице. Поэтому они направляются в столицу и пробираются в старый район, ближе к дворцу. Малиновый переодевается в женщину по имени Вероника и оставляет Слизняка присматривать за больным Рагнаром, который не выносит большого скопления людей. Он обещает вернуться через 2 часа и просит Рагнара не лезть в неприятности. Затем он уходит, смешавшись с толпой, и думает о населении города. Несмотря на то, что беженцев много, людей на улицах мало. Единственное возможное объяснение – они сокращают численность населения, но никто этого не замечает. Он находит одного из своих слуг, Голема, и получает последние сведения. К нему подходит другой слуга, Химера. Малиновый рассказывает им о своем плане заставить Рагнара принять ультиматум. Он хочет, чтобы они работали вместе. Тем временем Рагнар и Слизняк видят толпу, собравшуюся вокруг натянутого брезента. Там военные снимают брезент и показывают замороженных драконов.
Затем драконы загораются, показывая, что столица в безопасности и что они справились с угрозой. Это воодушевляет толпу, но Рагнар знает, что это просто трюк, и он точно знает, кто его устроил. Он собирается уходить, когда вдруг проходит мимо Ультиматии, переодетую в обычную горожанку. Ультиматия тоже замечает его и спрашивает, все ли с ним в порядке. Он сразу же настороженно оглядывается, заметив врага. Ему хочется тут же ее убить, но Малиновый приказал ему этого не делать, хотя он бы справился с ней один на один. Он хочет дождаться Малинового и остальных. Он знает, что у Ультиматии есть ее верные драконы Небула и Богиус, которые за ней присматривают. Поэтому он решает уйти. В этот момент появляется Небула, чтобы проверить Ультиматию. Он сразу же начинает подозревать Рагнара, потому что тот похож на охотника на драконов. Ультиматия говорит ему, что Рагнар просто заболел из-за толпы, и это ему знакомо. Когда он тоже заболевает и его рвет, Рагнар использует это как предлог, чтобы уйти. Малиновый и его слуги с другой стороны просматривают запись с Ультиматией. Она во дворце с королем, и время, кажется, остановилось. Из-за этого она не появляется на записи, пока на короля не нападают, и она его не исцеляет. Малиновый объясняет, что Ультиматия внезапно появляется в этот момент, потому что она не может остановить время и отмотать его назад. Она может либо остановить время, либо отмотать его назад, и это ее слабость. Если они нападут на нее и оглушат, она отмотает время назад, чтобы исцелить себя. И поскольку она не сможет остановить время, они снова оглушат ее, и она снова отмотает время назад. Это будет повторяться, пока она не израсходует всю свою магию, то есть пока не умрет. Проблема в том, что Небула и Борджи вмешаются. Вот тут-то и появляются Химера и Голум. Они должны убедиться, что Рагнар закончит дело без помех. Тем временем Рагнар идет по переулку и думает, правильно ли он поступил, что не стал сражаться с Ультиматией. Ему мерещится, что Малиновый говорит ему, что он поступил правильно. Но все же он чувствует, что должен немедленно покончить с Ультиматией. Он просит Слима связаться с Малиновым и сообщить, что он нашел свою цель. Перед тем, как уйти, Слайм звонит Алой и сообщает, что Рагнар их предал. Рагнар возвращается туда, где находится Ультиматия. Она помогает ребенку воссоединиться с родителями и спрашивает Небулу, есть ли их семья в списке на исчезновение. Рагнар слышит это, и Небула объясняет, что его метод позволяет им исчезнуть без следа и страданий. Ультиматия радуется, услышав это, называя это истинным спасением. Рагнару становится противно от всего этого, и он подходит к ним, чтобы быстро парализовать Небулу своим мечом. Ультиматия не сразу понимает, что происходит. Она замечает это только тогда, когда Небула рассыпается на части. Тогда она понимает, что Рагнар – враг. Она снимает свою маскировку и пытается остановить время, но Рагнар нападает на нее и рассекает ее мечом. Она сразу же возвращается во времени, но он быстро бьет ее кулаком, и она снова возвращается во времени. Они повторяют это снова, пока Алый и остальные слышат шум снаружи. Когда Ультиматия снова возвращается во времени, она пытается контратаковать, но Рагнар несколько раз бьет ее кулаком в воздух. Она использует магию кровавого пламени, чтобы атаковать его, но он отбивается своими серебряными мечами, которые пронзают ее. Алый злится, что Рагнар начал бой без его разрешения, но ему любопытно посмотреть, как далеко он сможет зайти с Ультиматией. Рагнар продолжает атаковать ее снова и снова, и она уже сбилась со счета, сколько раз умирала. Она начинает бояться, что у нее заканчивается время. Борджиас пытается помочь ей, но Голум нападает на него, прежде чем он успевает что-то сделать. Рагнар продолжает атаковать, но внезапно Небула заключает его в магический барьер. Небула очнулся, но он в ужасном состоянии. Ультиматия снова возвращается во времени и атакует Рагнара, используя барьер кровавого дракона. Однако Рагнар использует всю свою силу, чтобы разрушить барьер Небулы. Небула пытается укрепить барьер, но рядом с ней появляется Слайм и проглатывает ее, позволяя Рагнару вырваться на свободу. Ультиматия полностью исцелилась и немного успокоилась, но Рагнар тоже вырывается из кровавого барьера. Он тут же нападает на нее, пока она не успела остановить время, но она быстро его перемотывает, думая о своем драконе Вальтеке Муи. Тем временем Рагнар продолжает атаковать, пока они не оказываются за пределами столицы. Он не сдерживается и обрушивает на нее всю свою ярость, нанося ей удары, пока земля не начинает трескаться и не происходит взрыв. Она решает использовать трюк, которому Уолтер Камуи научил ее в безвыходных ситуациях. Она перемотывает время назад. Это возвращает их всех назад, когда Рагнар и Слайм обнаруживают толпу вокруг брезента, накрывающего замороженных драконов. Рагнар в замешательстве и чувствует, что что-то не так. Появляется Ультиматия и останавливает время. Она начинает говорить о том, сколько магии нужно, чтобы перемотать время назад, поэтому она редко это делает. Но ей пришлось это сделать, потому что Рагнар представляет для нее угрозу. Затем она задается вопросом, почему он так сильно ее ненавидит, что бьет ее несколько раз. Это пугает, поэтому лучше, если она просто ударит его сейчас.
Она отводит людей в безопасное место. В итоге остаются только Рагнар и Слайм. Прежде чем она успевает сдвинуть Слайма, она замечает, что палец Рагнара двигается, и это ее пугает. Никто не может двигаться без ее разрешения, когда она останавливает время. Приходит Небула и нападает на Рагнара в отместку. Она видит, что Рагнар снова не двигается и получает удары от Небулы. Она успокаивается. Небула останавливает Рагнара, потому что у него на руках слизь, которая разъедает кожу. К тому же бить Рагнара бесполезно, потому что он пробил ее защиту во время боя. Она поняла, что его тело похоже на серебряный меч, на который не действует магия. Они должны придумать другой способ победить его. Она просит Борджиа передать королю, чтобы тот использовал мощный луч света, чтобы поразить Рагнара. Но тут Рагнар вспоминает, как она ввела ему в кровь свою кровь. Это так разозлило его, что он проснулся. Он бежит к ней, но медленнее, чем раньше. Она начинает паниковать и поджигает его своей кровью. Она в ужасе, потому что ее магия контроля времени не работает. Все, у кого есть ее кровь, могут двигаться, она просто выбирает, кто не должен. У Рагнара тоже была ее кровь в будущем, поэтому он тоже может двигаться, потому что она не исключила его из этого. Конечно, она этого не знает, потому что это другая временная линия. Рагнар продолжает бежать к ней, и Небула использует барьер, чтобы защититься, но Рагнар пробивает его и добирается до нее, напугав ее до смерти. Затем он разрезает ее на куски. Она возвращает время для себя, и все становится как обычно. Он снова бросается на нее, и Небула заслоняет ее своим телом, готовясь к атаке. Но вдруг он останавливается, и у него начинает идти кровь из лица. Это результат того, что он слишком сильно перенапрягся и свои силы. Он падает на землю и истекает кровью еще сильнее. В этот момент король стреляет лучом в Рагнара, после того, как Небула уходит с ультиматией. После взрыва Небула видит Химеру и Малинового, который замаскировался под женщину, прямо рядом с телом Рагнара, но он не знает, кто они. Малиновый разочарован в Рагнаре, потому что тот проиграл. Он должен был слушаться приказов, но не стал, и вот что из этого вышло, что очень раздражает. Несмотря на это, он начинает рассказывать, что ультиматия никогда не была сильна в бою, так что она никогда не любила сражаться. Но она всегда была уверена в своей магии контроля времени. Сейчас же она в шоке и дрожит, потому что Рагнар разрушил эту уверенность. Он задается вопросом, воспользуется ли она своей магией еще раз, чтобы раз и навсегда разобраться с Рагнаром. Она все еще паникует, думая, что с ее магией что-то не так, но в конце концов решает использовать ее и снова попытаться остановить время. Малиновый хотел этого. Он взрывает несколько бомб, которые Голлум расставил по округе, и ранит множество людей, что отвлекает ультиматию. Он делает это, чтобы еще больше вывести ее из себя. И это работает. Она паникует, не понимая, что происходит. Если она хочет спасти всех, ей придется повернуть время вспять. Поэтому она пытается это сделать, но Небула останавливает ее, потому что это истощит всю ее магию. Малиновый злится на это и уходит вместе с Рагной на спине Химеры. Они возвращаются в его комнату с телепортационными устройствами, которые связаны с разными точками на Земле и Луне. Он хочет покинуть страну и отдохнуть, но Рагна просыпается и отказывается уходить. Он настаивает, что не уйдет, пока не победит ультиматию. Малиновый пытается успокоить его и хвалит за хорошую работу. Теперь ему нужно отдохнуть, но он отказывается. Он заставляет себя встать и активирует свои серебряные боевые навыки. Малиновый приказывает Химере удержать его. Затем он наступает Рагнару на голову, жалуясь на технику. Это может повредить его комнату телепортации. Но для этого уже слишком поздно. На стене уже появилась трещина, и Небула видит ее снаружи, определяя их местоположение. Кримсон не может в это поверить. Он пытается открыть дверь, но она не открывается. Небула полон решимости разрушить комнату и вытащить их оттуда, что приводит Кримсона в ярость. Он приказывает Голлуму хлопнуть в ладоши, и Голлум стреляет в Небулу. Небула просит Борджиаса о помощи, и Борджиас стреляет в Голлума. Рагнар продолжает сопротивляться оковам Химеры. Он вырывается на свободу и полон решимости уничтожить всех драконов снаружи. Кримсон потрясен и зол на Рагнара за то, что он помог их врагу разрушить его план. Но Рагнару все равно, он просто становится сильнее. К счастью, им удается сбежать из комнаты телепортации через запасной выход и оказаться на военной базе Лис. Кримсона доставляют к командиру специального корпуса королевской армии и второй принцессе королевства Старли Элизе. Он знает о ней все и ненавидит ее. Она родилась без рук, но ее глаза могут видеть ауру, излучаемую всеми вещами, и эта аура позволяет, она может двигать что угодно, используя только свой разум. Первой вещью, которой она управляла, был набор столового серебра, за что ее прозвали принцессой столового серебра. Солериане считают ее чудом, и половина мира знает ее. В свои 3 года она хлопнула в ладоши 3 низшим драконам. В 6 лет она выиграла турнир по боевым искусствам. В 8 лет она хлопнула в ладоши целой орде драконов. А в 9 лет она предотвратила государственный переворот. Через 10 лет она стала мастером по изготовлению серебра, создавая невероятное серебряное снаряжение. Сейчас ей 16 лет, и она является командиром основного подразделения с потрясающими бойцами, которые используют ее снаряжение. Кримсон ненавидит ее за то, что она сразу распознает ложь. А он зарабатывает на жизнь ложью. Она начинает задавать ему вопросы, направив на него оружие. Она
Она хочет знать, кто он такой и как сюда попал. Он решает хорошенько подумать, прежде чем отвечать. Он знает, что она и ее отряд хотят телепортироваться из страны, потому что за ними охотятся два высших дракона. Значит, у них общие цели. Так что им нужно сотрудничать и бежать вместе. Он хочет попробовать ее обмануть. Она может видеть, как меняется аура человека в зависимости от эмоций и определять, насколько он искренен. Если он будет говорить искренне, добавляя немного правды в свою ложь, то, возможно, сможет ее обмануть. Он решает показать свой левый глаз, чем всех шокирует. Он представляется как Криш Вайс, маг. У великих магов иногда бывают нечеловеческие черты, и раз в отряде есть маг, то он должен убедить дракона. Он не хочет скрывать это, потому что Старлия может его разоблачить, если ее инстинкты подскажут, что он виновен. Она дает ему огромный меч, чем его удивляет. Она раздает оружие тем, кто ей нравится, а он ей нравится, потому что он лжец. Кримсон берет меч, но она тут же его забирает. Это был трюк, чтобы заставить его коснуться серебра, с помощью которого она может увидеть истинную сущность человека. Истинная сущность человека – это сумма прожитой им жизни, а у Кримсона это темное скопление смерти. Она приказывает всем вытащить мечи и обвиняет Кримсона в том, что это он устроил взрывы в столице. Кримсон пытается объяснить, но она не дает ему такой возможности. Он поворачивается к магу отряда, Фу, и просит его о помощи. Но Фру отказывается, потому что он всегда слушается своего командира. Старлия бросает свой меч в Малинового, и тот кричит от страха. Но на самом деле ему все равно, даже если она его ударит, он все равно не умрет. Он просто воспользуется этим шансом, чтобы спрятаться на базе и сбежать вместе с Рагнаром. Внезапно появляется Рагнар и перехватывает меч, говоря, что только он может ударить Малинового. Старлия ошеломлена, увидев его. Рагнар подозревает, что Малиновый что-то сделал, но на этот раз он сам стал жертвой. Пока остальные удивляются, как он туда попал, Старлия падает на пол и вскрикивает, напугав свой отряд. Ее наставник Назарина помогает ей подняться, и она указывает на Рагнара, называя его мечом с руками. Рагнар смущен и беспокоится, что Малиновый действительно что-то сделал. Малиновый удивляется, как Старлия видит Рагнара, ведь она видит мир по-другому. Она видит в нем меч с телом и начинает сходить с ума и падать. Это приводит ее отряд в ярость. Они думают, что Рагнар что-то сделал. Они пытаются напасть на него, но он легко останавливает их несколькими ударами. Старлия смотрит на него, думая о том, что он идеальное сочетание человека и серебра. Он прекрасен, с шрамами и серебристой аурой. Он такой сильный, но такой спокойный и такой горячий. Она начинает смущаться и спрашивает Назарину, что ей делать. Рагнар и Малиновый в шоке. Они этого совсем не ожидали. Рагнар пытается с ней поговорить, но она смущенно прячется за Назариной. Он неловко говорит ей, что они с Малиновым пришли не для того, чтобы драться. Если Малинового пощадят, они будут выполнять приказы. Их запирают в камере, пока отряд решает, что с ними делать. Там, в подземелье, Рагнар сразил красных и наступил ему на голову за то, что тот разрушил его план. Рагнар больше не хочет оставлять ультимацию в живых. Как ты собираешься за это расплатиться? Я тоже не знаю, что случилось с големами. И местонахождение Химеры неизвестно. Теперь и Голем, и Химера пропали. Он должен за это заплатить. Рагнар говорит, что он расплатится, если прикончит ультимацию, что раздражает Красного. Рагнар хочет вернуться в столицу, как только поправится, что еще больше злит Красного. Рагнар спрашивает о слайме, о котором Красный забыл. Красный находит каплю слайма на шее Рагнара и использует ее вместе с его волосами, чтобы вернуть слайма к жизни. Только теперь слайм стал меньше, и Красный обвиняет Рагнара в еще одной потере. Рагнар извиняется, и слайм спрашивает, где они находятся, но Рагнар тоже не знает. Красный говорит им, что это подземная военная тренировочная база на севере Лии. Люди там в опасности из-за нападения высших драконов. Это меняет решение Рагнара вернуться в столицу. Солдаты встречаются со Старлией и докладывают ей о текущей ситуации. Драконы ведут себя странно, они не проявляют никакой активности и, похоже, не собираются нападать, даже если получат сигнал. Кажется, что они чем-то заняты. Старлия тщательно обдумывает это и приходит к выводу, что драконы ушли, но не собираются их отпускать. Это может стать для них хорошей возможностью подготовиться. Красный и Рагнар приходят, и Старлия краснеет и закрывает глаза. Красный предлагает помочь им с планом побега. Он знает, что они хотят использовать драконью кровь как источник магии, чтобы телепортироваться отсюда. Это хороший план, но он не сработает. Военная мощь врага слишком велика, чтобы с ней можно было сравниться. Но если они объединятся, он сможет предоставить им информацию о враге. Он также может предоставить супероружие, способное уничтожить превосходящих по силе драконов. Этим супероружием, конечно же, является Рагнар-жнец. Старлия краснеет, когда слышит имя Рагнара, но берет себя в руки и отказывается сотрудничать. Кримсон сосредотачивается на одном из превосходящих по силе драконов, который нацелился на них Отозоа. Отозоа
Зоо управляет военными делами и возглавляет их. Его сила – химический синтез. Он создает яды, чтобы устранять или гипнотизировать свои цели. Он может распылять яды, как туман, покрывая большую площадь, используя собственную кровь. К счастью, яды можно нейтрализовать солнечным светом и серебром. Эта информация может помочь им в борьбе с ним, даже несмотря на то, что его армия станет сильнее из-за ядов и гипноза. Старли и ее отряд с подозрением относятся к этой информации, но Кримсон напоминает им, что если бы он лгал, Старлия бы это поняла. Он также просит Рагнара убедить ее, потому что она ему нравится. Рагнар не уверен, что сможет это сделать, но он пытается, потому что хочет помочь людям здесь. В камере Кримсон сказал ему, что по его подсчетам на них нападут по меньшей мере 10 драконов и 13-е место, возглавляемое Ультиозой и Теректрой. На базе всего 1850 человек, включая гражданских, а это значит, что все погибнут. Кримсон попросил его пока забыть об ультиматии, чтобы они могли сбежать из страны. Он использует все, что у него есть, включая самого Рагнара, чтобы все спаслись. Рагнару удается убедить Старлию, что несмотря на то, что Кримсон ужасен, он больше всего на свете хочет убить всех драконов. Поэтому он и объединился с ним. И как лучший в мире охотник на драконов, он хочет, чтобы Стария использовала его, потому что он может ей помочь. Стария очень рада, что ее первая любовь просит ее о помощи, но она остается профессионалом и соглашается работать вместе. Кримсон доволен этим и хочет изменить план, основываясь на полученной информации. Старии он не нужен, она просто хочет, чтобы он предоставил информацию, а она сделает все остальное. Кримсон саркастически соглашается и предупреждает ее, чтобы она не наделала глупостей. Затем он сообщает ей, что драконы внезапно перестали действовать, потому что он и Рагнар сражались с Ультиматией в столице. Возможно, поэтому они туда и отправились. Уолтер Камуи показывает Ультиматии голову Майкла, которую он отрубил. Он нашел Майкла и отрубил ему голову, а тот сказал, что за ним придет жнец. Перед смертью на базе проверяют силу Рагнара. Он наполняет меч серебром, и Айк проверяет его, разрезая один из мечей Старии. Меч успешно разрезает его пополам, и все впечатлены. Рагнар объясняет, что эффект продлится недолго, потому что со временем мечи изнашиваются. Но поскольку мечи Старии качественные, беспокоиться ни о чем. Тогда Старий решает, что все оружие будет наполнено серебром Рагнара. В комнате телепортации на базе Уфу и его команды возникают проблемы с магическими кругами и количеством магии, которое им нужно. Им нужно больше, чем 15 капель крови низших драконов, чтобы перенести одного человека. Даже если они убьют всех драконов, которые нападут на них, крови все равно не хватит на всех 1850 человек. Им нужно провести больше экспериментов, но времени нет. Появляется Кримсон и предлагает свою помощь. ФР не доверяет ему, но не отказывается. Тем временем Старлия наедине разговаривает с Рагной. Она отдает ему 3 меча из своего арсенала, потому что у нее нет времени сделать ему особенный меч. Затем она говорит ему, что после битвы хочет присоединиться к соларианцам и стать бичом драконов. Она знает, что не сможет заботиться о более чем 1000 человек, когда они покинут страну. Если она присоединится к соларианцам, они помогут защитить ее народ. Но она может погибнуть в битве. И когда это случится, она хочет, чтобы Рагна занял ее место и помог ее народу. Она умоляет его. К сожалению, Рагнар отказывается, потому что ему не нравится эта религия. Она не должна вести себя так, будто ее смерть предопределена. Но она объясняет, что ее интуиция подсказывает ей, что она обречена на смерть с самого начала войны. Затем она становится настойчивой и говорит, что Рагна попросил ее использовать его. Это делает его ее подчиненным, и как ее подчиненный он должен выполнять ее приказы. Это впечатляет Рагну. Он никогда не думает о том, что может погибнуть в бою, а если и думает, то считает, что это нормально. Старлия же, напротив, полностью готова к худшему, что делает ее более способной, чем он. Ее сила воли настолько невероятна, что это заметно, и это напоминает ему Лейку. Это те люди, которые всегда выживали. Он решает передать свою силу 3 мечам и говорит Старлии, чтобы она стала бичом драконов, потому что он будет ее защищать. Солнце начинает садиться, и отряд ждет прибытия врага. Когда солнце садится, появляется Ульта Зора и начинает атаковать базу, выпуская из земли корни, похожие на щупальца. Он разрушил установленные на земле барьеры, но основание выдержит. Но тут появляется Херера и сразу же устремляется к базе. Увидев это, Стария вспоминает совет Малины, как противостоять этой атаке. Удар наносит минимальный урон, и Теритрак отлетает назад, шокируя Ультзору. Теритрак говорит ему, что он смог отразить атаку, когда они уже почти столкнулись с базой, и это усилило удар. Рагнар был тем, кто контратаковал. Он стоит на расстоянии от того места, куда упал Теритрак. В его руках 2 меча, сияющих серебристым светом. Ультзора думает, что это может быть жнец, но Теритрак говорит ему, что серебристый свет исходит не от его тела, а только от мечей. Поэтому они не паникуют и не зовут Уолтера Камуи. Затем Теритрак сосредотачивается на Рагнаре, который отказывается называть свое имя,
потому что не любит разговаривать с драконами. Теритрак предлагает им поговорить о силе друг друга. Тем временем Малина рассказывает горожанам о высших драконах и о том, как они достигают зрелости. Талантливые драконы взрослеют быстрее, и Перитра достиг зрелости за 10 лет, что говорит о его небольшом таланте. Он и сам это знает, но компенсирует это силой, которую получил, когда был человеком. Он даже доставляет Рагнару неприятности, стреляя в него кровавым огнем. Сколько бы Рагнар не ранил его, он остается невредимым. Рагнар бросает один из мечей и снимает перчатку, чтобы усилить свою руку мечом. Меч начинает излучать огромную силу. Теритрак готовится использовать всю свою силу и посмотреть, кто победит, он или Рагнар. Рагнар использует удар убийцы драконов, а Теритрак — сейсмическую пушку. Две атаки интенсивно сталкиваются, вызывая огромный взрыв огня и серебра. На некоторое время становится тихо, и Альтоза начинает беспокоиться о Теректре, но испытывает облегчение, когда слышит его голос. Имея дело с Рагнаром, Рагнар просто лежит там без сознания. Слизняк, который лежит у него на голове, пытается разбудить его, но безуспешно. Отозоо все еще беспокоится, что Рагнар может быть жнецом, но Теректра уверена, что если бы это был он, они бы знали. Так что они могут просто прикончить его прямо сейчас. Теректра подходит, чтобы раздавить Рагнара ногой, пока слизь продолжает будить его. Рагнар просыпается и вовремя уворачивается, удивляя Теректру и Ультоза. Он выжил, перенеся свое сознание из тела в меч. В противном случае он бы умер. Теректра призывает несколько низших драконов, чтобы разобраться с Рагнаром, потому что он больше не представляет для него угрозы. Рагнар защищается, расстроенный тем, что Теректра смотрит на него свысока. Он избит и измотан до такой степени, что кашляет кровью, но все еще хочет сразиться с Теректрой, которая уходит. Рагнар пытается остановить его, потому что они должны говорить, используя свои сильные стороны. Теректра знает, что они поговорили достаточно, чтобы он понял, что Рагнар сильнее. Он бы победил, если бы его меч мог противостоять его силе. После этого Алтозао приказывает Теректре отправиться к Старлее и расстрелять ее из своей пушки. Рагнар не оставляет попыток остановить его, но низшим драконам не с числа. Он слишком измотан, ранен и стоит на колене. Однако они не прекращают приближаться. К счастью, появляется Шин, спасает его и ругает за то, что он потерпел поражение от низших драконов. Гарм тоже появляется, заставляя Рагну спросить, почему они здесь, а не защищают базу. Еще несколько драконов нападают на них, и троица быстро с ними расправляется, пока Гарм объясняет, что большинство входов на базу заблокированы. Отряд Айк охраняет тот, что еще открыт, а Старлия сражается вместе с 200 солдат. Шин и Гарм пришли на помощь Рагнару, но Рагнар уверен, что они ему не нужны. Это так злит Шина, особенно когда Рагнар настаивает, что справится сам, потому что он никогда не умирает. Внезапно он соскальзывает с дракона и падает. Шин использует мощный прием и уничтожает нескольких драконов, чтобы расчистить путь к Рагнару. Он кричит, что у них всех есть долг — убить как можно больше драконов, чтобы спастись. Поэтому Рагнар хочет сделать это сам. Шин и остальные могут спрятаться на базе и позволить ему готовить. Это еще больше злит Шина. Он вызывает его на дуэль. Он проиграл все предыдущие дуэли, но теперь намерен показать, что он не трус. Рагнар удивлен внезапной дуэлью во время битвы, но Шин не дает ему возможности возразить. Он нападает на него, вынуждая защищаться. Рагнар не готов и проигрывает, поэтому Шин побеждает, чуть не отрубив ему голову. Он хватает его за волосы и говорит, что это их битва, и они должны сражаться. Неважно, какие у него причины и насколько он силен, они не позволят ему прийти откуда угодно и вести себя как герой. Рагнар в шоке, а Шин подходит к Гарму. В этот момент слизь, которая перешла от Рагнара к Шину, говорит, что знает, куда сбежала Теректра. Они втроем отправляются на поиски и устроят ей взбучку. Пока это происходит, Стара возводит вокруг себя барьер. Ультразора заманил ее в темный лес, чтобы получить преимущество. Но она уверена, что сможет превратить лес в свою территорию. Она думает, что справится, потому что магический круг почти готов. Им нужно только продолжать призывать драконов и выживать, пока они не смогут телепортироваться. К сожалению, Ультразора разгадал их план. Он знает, что они пытаются телепортироваться с помощью магии драконов. Старлия осматривает темный лес, потому что видит все с помощью их аур. Драконы для нее черные пятна, которые выделяются на фоне всего остального. Но в лесу совсем темно, и она не видит, что там делают драконы. Зато она видит орду зомби, которых создал Ультразора. Это невинные люди, которые могут помешать их плану.
Ультразора понял, что их магический круг настроен так, чтобы телепортировать всех, кто находится в зоне действия. Поэтому он увеличил их число, чтобы им пришлось работать в 2 раза усерднее, чтобы собрать магию драконов. Старлия расстраивается и приказывает своему отряду следить за любыми аномалиями в лесу и атаковать. Но прежде чем она успевает договорить, на них нападают сверху, но ей удается отразить атаку барьером. Многие опытные и средние драконы начинают использовать особые атаки своих создателей высшего уровня. Это значит, что эти драконы такие же сильные, как драконы высшего уровня, и их 40. Старлия пытается взять ситуацию под контроль и приказывает своему отряду, как сражаться, но это оказывается непросто. Пока все это происходит, Ультразора видит, как магия драконов поглощается командой телепортации. Похоже, что радиус поглощения составляет 2 километра, что слишком много для такой развивающейся страны, как Ли. Он задается вопросом, кто еще может быть вовлечен в это, и вспоминает, что на днях Небула видела женщину рядом с телом Рагнара. Она использовала гораздо более мощную магию барьера, чем он, и, возможно, она тоже замешана. Однако Алтозора уверен, что они победят, но его беспокоит, что есть вещи, которые могут привести к поражению. Но это не важно. Главное, чтобы они захватили Старлия, тогда, возможно, она потеряет надежду и телепортируется сама. Чтобы этого не произошло, ему нужно взять под контроль магический круг на базе. Тем временем Айку трудно защищать базу. Его солдаты на передовой внезапно погибли, и он не видел, как это произошло. Он в замешательстве, но знает, что в этом виноват дракон, с которым они столкнулись. Он внезапно появился, и барьер отключился, убив множество солдат. Затем дракон начал приближаться, и Айк приказал своему отряду отступить, пока снайперы прикрывают их. Это взрослый дракон, который может использовать магию. Малиновый однажды сказал, что поскольку ультиматия может управлять временем, возможно, есть взрослые драконы с такой же способностью. Айк готовится к бою, когда снайперы открывают огонь по дракону, но тот останавливает время и выпускает мощные энергетические заряды, которые убивают еще больше солдат и сбивают его с ног. Айк не знает, что делать, потому что не может блокировать атаку вне своей реальности. Но он воодушевляется, берет свои мечи и бежит к дракону. Возможно, у него есть слабость, например, ограничение по времени остановки или время на восстановление. Что бы это ни было, ему нужно действовать сейчас, пока время в норме. Дракон атакует его новой волной энергии, но он защищается и ранит его в плечо. Дракон отпрыгивает назад и снова пытается остановить время. Но тут появляется Кримсон, сбивая его с толку своим ультиматумом. Кримсон бросает в него шар, еще больше сбивая его с толку. Дракон не знает, стоит ли ему ловить шар. Поэтому он останавливает время, и шар взрывается, как светошумовая граната, и излучает много солнечного света. Дракон начинает гореть и кричать от боли, пока не превращается в пепел. После этого время возвращается в норму. Айк и остальные в замешательстве, так как они ослеплены солнечным светом. Кримсон объясняет, что он оглушил дракона светошумовой гранатой. Она накапливает солнечный свет, который обычно вспыхивает на долю секунды, но из-за того, что он активируется только тогда, когда время останавливается, вспышка длится дольше. Дракон кричит от боли и не может ничего сделать, кроме как гореть. Кто-то вдруг говорит, и Айк не узнает голос. Он требует сказать, кто это, и Кримсон отвечает, что это один из 1,5 миллиона граждан, которых он завербовал. Они тоже хотели сражаться, поэтому он дал им оружие и загипнотизировал их. Айк пытается возразить, поэтому Кримсон гипнотизирует и его отряд. Он узнал, что Алтозора догадался об их плане и саботирует его. Ему нужно было быстро придумать запасной план, поэтому он заставит загипнотизированных гражданских сражаться с зомби и уменьшит количество людей в зоне действия эффекта. Внезапно они чувствуют, что 13-й член крылатой семьи пытается пробить стену, чтобы попасть в комнату телепортации. Но повсюду на его пути возникают барьеры, которые раздражают его и заставляют кричать. Его крик будет Фу, который пытается уснуть. 13-й член семьи предлагает взамен на спокойную смерть Фу отвести его к магическому кругу. Но Фу не в настроении, он хочет просто прихлопнуть дракона. Перед битвой он сказал Австралии, что кровь среднего и взрослого дракона в 100 раз сильнее для телепортации. 13-й член семьи станет отличным дополнением. Он высвобождает силу своей нечеловеческой руки, побеждает дракона и поглощает всю его магию. Он доволен своей работой, но его команда внезапно начинает избивать его, утверждая, что он потерял контроль над своей нечеловеческой рукой. Кримсон наблюдает за всем этим и впечатлен силой Фу. Теперь он заинтересован в этом отряде и хочет взять его под контроль с минимальным ущербом. В этот момент несколько корней Альтозоры прорываются в это место, но загипнотизированные гражданские быстро справляются с ним
ними. Затем Кримсон приказывает им поторопиться и уйти. В лесу битва продолжается. Старлия и ее отряд в отчаянии. Драконы, использующие ветер, играют с их воздушными силами и сбивают их с ног. Старлия подбрасывает нескольких солдат в воздух, чтобы разрушить барьер дракона и атаковать его. Один из драконов влетает в клетку Старлии и ранит ее, когда она меньше всего этого ожидает. Алтозора ожидал, что она проиграет, потому что у нее не было опыта в крупномасштабных сражениях. Она командовала обороной и атакой, не осознавая, насколько это тяжело. Затем он подумал, что битва окончена, но Теректра предупредила его о Рагнаре, Шине и Гарме, которые преследуют его. Он уже потерял треть своей армии, но все еще верит, что они победят, если увеличат численность. Рагнар и остальные никак не могут подобраться к Теректре, потому что количество драконов все растет. Они измотаны, им некогда перевести дух. Рагнар выглядит так, будто умирает, но все еще на ногах, бежит вперед и рубит драконов. Он ни на что не отвлекается, и это мотивирует Шина не отставать. Внутри у него все болит, он даже дышать не может, ему холодно, и он просто хочет остановиться. Но он знает, что не может, потому что хочет защитить всех сам. То, что Шин сказал ему о том, что он герой, действительно задело его, но это также немного успокоило его, хотя это и слабость. Внезапно троица останавливается перед ордой драконов. Рагнар тут же бросается вперед и расправляется с ними, впечатлив Шина и Гарма. Хотя он выглядит мертвым, его приемы невероятно точны. Алтозора понимает, что просчитался. Рагнар безумно настойчив, но он начинает чувствовать себя странно. Кажется, что поражение близко, и он в отчаянии, как и его будущее я. Но это нормально, потому что он уже многое узнал о потоке ауры. Магическая сила Сильвер и драконов. Сильверин была создана, чтобы противостоять магии. Поэтому она рассекает и замораживает любую магическую силу, несмотря ни на что. Пока приближается все больше драконов, он использует секунды, пока они не доберутся до него, чтобы усовершенствовать способность Сильверина замораживать. Теперь он стал сильнее благодаря своей силе и опыту из будущего. Ему нужно только представить, как серебристый поток вырывается из острия его меча, когда он замахивается. Серебристый поток уничтожает всех драконов одним ударом, даже не касаясь их. Тем временем Терру раздражает настойчивость Рагнара. Она беспокоится, что это может вдохновить остальных. Но Альтозора считает, что это не имеет значения, потому что Старлии почти конец. Она ранена и не может двигаться. Несколько драконов пытаются напасть на нее, но один из солдат, Кристофер, приходит ей на помощь. Она говорит ему идти на северо-запад, и он берет ее на руки и уносит. До этого Старлия попросила Кримсона помочь ей найти Атазою. Кримсон подумал, что это опасно, но все же предположил, что Атазоя находится в радиусе 1 километра от базы. Благодаря этой информации Старлия смогла вычислить, что Терра утащила Рагну подальше от Атазои. Кримсон также сказал ей, что у Ультразои могут вырасти глаза, которые видят на расстоянии около 2 километров. Значит, он должен находиться в месте, откуда ему открывается самый широкий обзор на базу. Старлия направляет свои чувства в ту сторону, чтобы сузить область поиска, и находит Атазою. Атазоя понимает, что его обнаружили, и выпускает ядовитый газ, чтобы остановить Старлию. За его спиной появляется Назарина и внезапно нападает, отрывая ему голову и сердце. К сожалению, тело Альтозоры все еще стоит. Она понимает, что это подделка, и решает уйти, оставив остальное Старлии. Старлия благодарит ее за помощь в поиске настоящего Альтозои, который находится в 100 метрах под землей. Она начинает копать землю, чтобы вытащить его, и, собрав все силы, приказывает Крису бросить в него меч. Альтоза начинает паниковать и просит Трера обстрелять лес из пушек. В этот момент Рагнар и остальные видят Трера, а он видит их. Он направляет пушки на них и начинает стрелять. Затем он связывается с Альтоза, который осматривает местность. Он видит, что Старлию ранили, и она лежит на земле. Он материализует перед ней тело и хвалит ее и ее отряд за их усилия. Ранее Крамзин говорил о принцессе Лакутии, известной героине, которая совершила много военных подвигов и заставила соларианцев считать ее чудом. Позже она стала бичом драконов. Многие считают, что Старлия – ее реинкарнация. Альтоза служил ей человеком и даже сохранил ее воспоминания, когда стал драконом. Поэтому Крамзин призывает Старлию продолжать сражаться, потому что она будет напоминать Альтоза о Лакутии и сводить его с ума. Альтоза просит Старлию присоединиться к роду крылатых, потому что не хочет, чтобы она умерла. Он даже предполагает, что ее солдаты хотят этого для нее. Она просыпается и понимает, что Альтоза начинает сравнивать ее с Лакутией.
Она говорит ему, что может управлять Сильверином. Поскольку он создан, чтобы противостоять магии, она управляет этим сопротивлением по своему желанию. Возможно, она и не равня ему как генералу, но превосходит его, когда дело доходит до сопротивления магии. Она создает несколько барьеров и призывает большое копье, которое пронзает Альтоза и пригвождает его к дереву. Альтоза замирает, но у него на лбу появляется рот, чтобы продолжать говорить. Он не хочет терять время и быстро отравляет Старлию. Но тут появляются два солдата и уводят ее. Они скорее позволят ей умереть, чем отдадут ее ему. Приходит Кристофер и вытаскивает копье из Ультазоры, отчего тот рассыпается на куски. Стария телепатически связывается со своим отрядом, чтобы они продолжали сражаться. Они должны собраться с силами и дать отпор, а она направит их волю в копье. Она успешно концентрирует волю своих солдат в копье и приказывает Кристоферу бросить его в Терету. Ультазора предупреждает Терету об опасности, и тот быстро стреляет из пушки. Две атаки сталкиваются, и происходит мощный взрыв огня и серебра. Но копье пробивает пушку, и воля солдат усиливается. Ультазора появляется из-под земли в виде монстра и пытается напасть на Старию, которую спасает Назарина. В этот момент копье пронзает Терету, и Рагнар ловит его. Он соединяет его со своей рукой, чтобы выпустить большое количество серебра в Тере. Терета готовится выстрелить из пушки, но уже слишком поздно. Рагнар падает на слизь и беспокоится, что Терета взорвался как раз в тот момент, когда его должно было поглотить серебро. Поэтому он просит слизь отнести его к Терете, чтобы закончить дело. Ультазора, в свою очередь, паникует и зовет Терету, боясь, что тот погиб. Терета отвечает, что он вот-вот умрет, но хочет уничтожить врага. Ультазора с грустью приказывает ему снова взорваться и умереть не зря. Они прощаются, и Ультазора уходит. Тере концентрирует всю свою силу в последнем ударе, и происходит мощный взрыв. К счастью, Рагнар успевает вовремя, чтобы предотвратить взрыв, и блокирует его огромным количеством серебра. Вдалеке солдаты замечают взрыв Теректры, и Стария говорит им, что Рагнар сдерживает его. Если он не справится, они все погибнут. Рагнар продолжает выпускать серебро, но взрыв отбрасывает его назад. Он хочет увеличить свою силу, но его меч разлетится на куски. Стария видит это и понимает, что проблема в ее мече. Она чувствует себя побежденной, но не хочет сдаваться так просто. Поэтому она покидает свое тело и осознанно идет поддержать Рагнара. Она кладет руку на его меч, чтобы усилить его и продлить действие серебра. Она просит Рагнара использовать все свои силы. Рагнар чувствует ее поддержку, и это придает ему уверенности. Они вместе концентрируют свои силы, увеличивая площадь поверхности серебра и замораживая большую часть взрыва. К сожалению, взрыв поглощает серебро и становится еще сильнее. Рагнар понимает, что у него есть козырь в рукаве. Он и Стария отпускают меч, и Рагнар достает свой меч. Он хочет, чтобы Стария помогла ему высвободить его силу. Каким-то образом она видит воспоминания о его одиноком будущем и начинает переживать. Рагнар использует свои боевые навыки, а Стария использует свою способность формировать серебро, чтобы помочь ему высвободить силу. Рагнар думает о том, что ему придется охотиться на драконов в одиночку, иначе он будет слабым и зависимым от других. Но теперь в его сердце горит огонь, означающий новую надежду. Он направляет всю свою силу в кулак и бьет мечом, высвобождая всю мощь в ударе. Ультразора наблюдает за этим с расстояния и не может вымолвить ни слова. Взрыв полностью замораживает пространство, и Рагнар стоит перед ним, а за его спиной впечатленная Старлия и Слайм. Старлия вспоминает будущего Рагнара и плачет. Она злится, что он такой сильный и красивый, но в будущем останется один. Это неприемлемо для нее, и она плачет еще сильнее. Рагнар тронут этим и благодарит ее за то, что она встретила его в будущем. Она тоже благодарит его за то, что он помог ей и ее отряду одержать эту победу. Плюс она считает, что его последний удар был суперкрутым. Затем она просит его бросить Алую и быть с ней. Она не позволит ему жить такой несчастной жизнью. Он может подумать об этом, но она не примет отказа. Затем она уходит и возвращается в свое тело, готовая встретиться с ним после телепортации. Рагнар стоит и восхищается ее красотой. Он снова благодарит ее за то, что они выжили вместе, ведь они спасли друг друга. Затем он падает. Старлия просыпается в своем теле, и телепортационная магия срабатывает. Все они счастливы и рады, что все получилось. Но все обрывается, когда Старлия внезапно теряет голову из-за атаки Уолтера Камуи. Затем он возвращает ей голову на место и нападает на Рагнара, заставляя его сражаться. Он убивает Слайма, прежде чем тот успевает что-то сделать. Рагнар достиг своего предела, осталось только его истинное значение. Ему нужно выложиться по полной, чтобы продолжать сражаться, потому что он добрался до финального босса. В Капитолии Небула начинает волноваться, потому что
что Уолтер Камуи ушел. Ультиматия сообщает ему, что он отправился на битву. Не стоит беспокоиться, потому что он не проиграет такому слабому врагу, как Рагнар. Уолтер Камуи и Рагнар начинают бой. Ранее Малиновый рассказал Рагнару о когтистом монархе, который не разделяет свою кровь с последователями. Она дает им когтистое оружие, и Уолтер Камуи украл один из когтей. Поэтому Рагнару нельзя сражаться с Уолтером Камуи, но он об этом забыл. Поэтому он продолжает сражаться. Уолтер Камуи слишком быстр, он атакует несколько раз, не оставляя Рагнару шанса. Но Рагнар держится и выдерживает атаки, ударяя Уолтера Камуи головой и отрубая ему голову. Уолтер Камуи мгновенно регенерирует и в ответ швыряет его на землю. Он также бьет его электрическим разрядом, от которого тот отлетает на землю с невероятной скоростью. Рагнар поднимается и использует свой меч, чтобы нанести ответный удар. Но Уолтер Камуи ломает меч и снова швыряет его на землю. Прежде чем он успевает подняться, Уолтер Камуи атакует снова. К счастью, Рагнар вовремя блокирует удар мечом и шаром серебристой энергии, порезав себе руку. Уолтер Камуи отступает, и Рагнар концентрирует серебристую энергию в руке, чтобы ударить его, когда тот подойдет ближе. Он достает еще один меч и бросает его в Уолтера Камуи, но тот ломается при ударе, когда Уолтер Камуи достает коготь. После этого Рагнар падает на землю, не в силах пошевелиться, даже если пытается. Он слышит голос Старлии и приходит в себя в каком-то заброшенном месте. Когда он видит Старлию, он бросается к ней, хватает ее за плечи и снова выкрикивает ее имя. Он не может поверить, что она все еще жива, а она не может поверить, что он так близко. Она уводит его, но просит называть ее Леа. Рагна соглашается, и у него внутри все сжимается. Потом он удивляется, что телепортация сработала, и спрашивает о других. Она ведет его к ним, но вдруг останавливается и говорит, что дальше не пойдет. Ей нужно заняться другими делами, например, выковать меч, о котором она всегда мечтала. Пока не ясно, как это будет, потому что детали расплывчаты. Она знает только, что это будет меч из серебра, как комета. В небе пролетает серебряная комета, и она объясняет, что она уже пролетала здесь давным-давно и стала источником всего серебра. Она хочет создать меч, достойный Рагны. Вдруг земля под ним проваливается, и он падает, а она хочет увидеть его снова. Он зовет ее и просыпается, понимая, что это был всего лишь сон. Он все еще чувствует ее, и это его успокаивает. Он оглядывается и видит, что он перевязан, а в палатке спят солдаты. Он выходит и видит, что находится в лагере в том же заброшенном месте, что и во сне. Там же Слайм, который пытается развеселить мрачных солдат, переживающих из-за потери. Рагна подходит к ним, и Слайм радуется, что видит его. Он берет Рагну с собой к саларианским кариолам. Они пытались его вылечить, но это было сложно из-за реакции его серебряного тела на магию. Рагна в шоке, когда видит, что кариолы похожи на ультиматий. Он хочет сразу же убить одного из них, но Айк объясняет, что они работают на саларианскую церковь. Кариоле до сих пор приходится объяснять, почему они все выглядят как ультиматусы. Сильнейшие охотники на драконов принадлежат к группе под названием Бич драконов, элитной группе охотников, созданной Солнечной церковью, которая поклонялась богу Солнца, и каждый член которой носил титул святого. Одной из этих святых была Кариола. Она обладала способностью управлять временем. Ее умение было настолько уникальным, что церковь решила создать армию ее клонов после ее смерти. Клоны Кариолы использовались как целители и даже воскрешали солдат, сражавшихся с драконами. Но клоны были не идеальны. В среднем каждый из них мог прожить только 4 года, так как их продолжительность жизни сокращалась каждый раз, когда они использовали магию времени. Клоны обладали лишь малой частью силы Кариолы, за некоторыми исключениями, и клон 19835 был одним из таких исключений. Все остальные клоны были как оболочка без содержания, они были сосредоточены только на своем долге. Но 19835 была другой. У нее были эмоции, что позволяло ей не только овладеть всей силой Кариолы, но и жить дольше. Она была главной Кариолой на одной из передовых баз церкви. Но однажды Кариола совершила самый страшный грех, который только можно представить. Она исцелила молодого дракона, который 8 лет спустя терроризировал церковь. Даже бог Солнца явился, чтобы наказать ее за этот ужасный грех. Все Кариолы, созданные после нее, были уничтожены, и ее приговорили к казни. Но вдруг время остановилось. Появилась маленькая Кариола и попросила ее стать ее слугой. Это был бог драконов, у которого не было физической формы, но он принимал облик по желанию своего верующего. Кариола не хотела умирать, она хотела спастись, поэтому согласилась стать слугой бога драконов. Не только бог наделил ее драконьей кровью, сделав ее драконом-монархом, чья сила уступает только силе самого бога дракона, но он также дал ей новое имя – Ультиматия. Позже она стала лидером группы из 13 драконов-монархов под названием Кровь Крыла. Они устраивали бесчинство, убивая людей, потому что так велел бог-дракон. Все началось с того, что бог-дракон полюбил кондитерскую в Деннапиру, городе в королевстве Лис. Она защищала город от нападения
владений драконов. К сожалению, эту кондитерскую ограбили, и она закрылась. С тех пор бог-дракон так расстроился, что закатил истерику, как это делают дети, и решил уничтожить все королевство. Закончив объяснять, почему они похожи на ультиматию, кориоласы просят Рагнара стать драконом-бичом, чтобы помочь беженцам. Он отказывается, даже когда они обещают хорошие условия. Поэтому они тоже отказываются помогать беженцам, потому что Старлия не смогла стать драконом-бичом, а Рагнар не хочет занять ее место. Рагнар замечает свет, исходящий из одного из заброшенных зданий. Это от Химеры, которая зовет его туда. Он спрашивает у Карулы, почему церковь не помогла им. Карула отвечает, что они могут помочь только тем, кто способен стать драконом-бичом, потому что человек должен сначала доказать, что он чудо, посланное Богом. Старлия не смогла этого сделать, а Рагнар смог. Такова воля Бога. Рагнар приходит в ярость и бьет кулаком по столу. Если Бог так велик, почему он сам не спустится и не убьет драконов? Он приказывает им принять беженцев, а взамен обещает убить ультиматию. Он берет слизь и отправляется в заброшенное здание на поиски Малины. Малина полностью исцеляет его в комнате с глобусом. Теперь все в порядке, потому что у него есть способность к самовосстановлению. Иначе Малина бы его никогда не простила. К тому же последние 2 дня ему было нечем заняться, поэтому он починил и подключил глобус к своей базе на Луне. Они все отправляются туда, и Рагнар сообщает, что Стария все еще жива. Малина не верит, что ей отрубили голову, значит, она жива. Рагнар объясняет, что в конце битвы они со Старией сильно сблизились, и он все еще чувствует эту связь. К тому же Уолтер Камуи приставил ее голову обратно сразу после того, как отрубил ее, и она приросла как магнит. Вдобавок он забрал ее тело, хотя в этом не было необходимости. Он мог бы просто забрать голову, но это все равно ничего не доказывает для Малины. Рагнар прерывает его, желая сказать солдатам, что Стария все еще жива, и он хочет снова ее увидеть. Поэтому он просит Малину о помощи, потому что битва еще не окончена. Но Малина не хочет действовать, пока не будет уверена, даже если Рагнар так сильно этого хочет. Они не могут победить драконов сейчас, потому что на их стороне магия управления временем и Уолтер Камуи. Им нужен элемент неожиданности, чтобы победить только с помощью управления временем, а его у них нет. Рагнар предлагает разобраться с Уолтером Камуи, пока Малина разбирается с ультиматией. Но Малину нужно время, чтобы подготовиться, и сейчас сражаться нет смысла. Рагнар считает, что Стария — это уже достаточная причина. Она удивительный человек, который нужен им, чтобы победить драконов. Кримсон не верит своим глазам, потому что думал, что Рагнар на его стороне, а не на стороне Старлии. Они дали друг другу обещание, и он не может позволить себе потерять его. Рагнар уверяет его, что он не умрет, потому что он никогда не умирает. Но Кримсон считает, что это просто везение, и это смешит Рагнара. Если так, то он больше не будет полагаться на удачу. Воспоминания о времени, проведенном с отрядом, всплывают в его голове, и он наконец понимает, почему хочет сражаться. Он хочет спасти всех, чтобы они снова могли смеяться вместе. Он больше не будет просить помощи у Кримсона, но он попросит его открыть дверь обратно на землю. Кримсон понимает, что он все испортил. Рагнар больше не просто какой-то человек с огромной силой, которую он может контролировать, и он ничего не может с этим поделать. Он открывает дверь, но предупреждает, что Рагнар пожалеет об этом. Когда Рагнар собирается открыть дверь, он вдруг чувствует головокружение и падает на пол. Это яд, который он принял, когда они впервые встретились. Он должен подействовать, когда Рагнар попытается уйти от Кримсона. Кримсон разочарован в нем, называя его бесполезным инструментом. К счастью для него, его интересовали только боевые искусства. Он может просто передать их другому человеку. Он также может воздействовать на его мозг и превратить его в зомби. Это было бы забавно. Но, к сожалению для него, Рагнар просыпается в этот момент. Он удивлен, что все еще жив, потому что Кримсон сказал ему, что он умер мучительной смертью. Он блефовал? Кримсон отрицает это. Он тоже не понимает, почему Рагнар все еще жив. Он специально использовал нанороботов, уничтожающих гены, управляемых искусственным интеллектом. Даже если Рагнар наполовину меч, он должен быть наполовину мертв, по крайней мере. Малиновый в ярости, и Рагнар бьет его по голове, чтобы успокоить, но тот отлетает к стене. Он признает, что ему жаль, что они нарушили обещание, но слова Малинового его совсем не трогают. Химера пытается напасть на него сзади, но он быстро ее обезвреживает. Он вспоминает, что когда впервые встретил Малинового в будущем, то убил его и не нашел в его теле сердца. Он хочет знать, где оно, потому что, скорее всего, именно поэтому его слова лишены эмоций. Отряд Старли смог заставить его двигаться, потому что они рисковали своими жизнями. Малиновый же просто строит планы. Кроме того, их шансы на победу могут быть невелики, но они не равны нулю. Если Малиновый не может принять вызов сейчас, как он уничтожит все родословные? Малиновый не знает, что сказать. Химера превращается и снова пытается напасть на Рагнара, но он останавливает ее и говорит Рагнару делать все, что он хочет. Рагнар уходит, а Малиновый засыпает. Рагнар возвращается в лагерь и видит, что солдатам стало лучше. Они поняли, что Стария все еще жива. Это потому,
тому, что серебряная рука Кристофера двигается только благодаря манипуляциям с серебром, и она все еще двигается. Они хотят спасти ее, и Рагнар идет с ними. Тем временем Стария находится в столице с Уолтером Камуи. Она все еще жива, и когда она просыпается, то ничего не понимает. Уолтер Камуи объясняет, что голова снова соединится, если ее правильно пришить. Но у нее на шее ядовитая метка, которая активируется и убьет ее, если Рагнар и его отряд придут ей на помощь. Эту метку оставил Алтозора, который злится из-за того, что потерял Теректру. Внезапно рука Уолтера Камуи начинает неметь изнутри, быстро распространяясь по всему телу, и он вынужден регенерировать. Это происходит с тех пор, как Рагнар оставил на нем шрамы. Это еще одна причина, по которой он держит Старию в живых. Он хочет снова сразиться с Рагнаром, но на этот раз на своих условиях, и хочет, чтобы Стария помогла ему стать сильнее. Стария напоминает ему, что она умрет, когда Рагнар доберется до них, и он подтверждает это. Поэтому он хочет, чтобы она сделала меч для Рагнара, который сможет выдержать его когти, прежде чем это произойдет. Стария решает поторопиться и сделать меч, чтобы не умереть с сожалением. Тем временем Кримсон лежит в постели подавленная. Он следит за ситуацией в столице по спутнику. Он замечает, что драконы, похоже, торопятся, и предполагает, что это может быть из-за того, что Ультиматия сейчас не может использовать свою магию управления временем. Это идеальное время для атаки. Поэтому он собирает своих слуг и готовится к битве вместе с отрядом Рагнара и Старии. Рагнар и отряд уходят с помощью Фу и Кориолоса. Как только они появляются в столице, метка на шее Старии активируется и начинает душить ее. Так Уолтер Камуи узнает, что враг здесь. Солдаты спускаются на землю, замечая, что солнце не встает из-за барьера Небулона. Боргос тоже замечает их и начинает атаковать. Уолтер Камуи ждет Рагнара. Солдаты говорят Рагнару, чтобы он уже шел к нему, и он уходит. Небулон чувствует приближение еще одного существа, но не знает, откуда оно. Это Кримсон, который телепортировался в столицу и завис над барьером. Он понимает, что драконы не остановили время, хотя это было бы для них самым выгодным вариантом. Это подтверждает, что они не могут остановить время. Поэтому он отправляет гигантского робота Голума через пространственную связь. Небула начинает паниковать, потому что не ожидала никаких помех, и вызывает Борджию, чтобы тот перехватил машину. Рагнар тоже замечает, что Малиновый прибыл, как он и надеялся, и направляется к Уолтеру Камуи. Он подходит и видит, что Старлия на грани смерти, а Уолтер Камуи ждет его. Он подбегает к ней, и Уолтер Камуи решает отойти, чтобы они могли попрощаться. Рагнар берет Старлию на руки и видит, что она в ужасном состоянии, яд распространяется по всему ее телу. Он пришел за ней, как и обещал. Но что он может сделать для умирающей? Если он попытается заморозить яд, то заморозит и ее. Может быть, соларианцы или Малиновый помогут, но времени нет. Старлия просит его взять меч, который она сделала для него. Он берет его и вспоминает серебристую комету из сна. Она извиняется, что не смогла сделать меч лучше, и сожалеет, что не смогла сдержать обещание. Она сожалеет, что не смогла стать достаточно сильной, потому что Рагнар не сможет победить Уолтера Камуи этим мечом. Она тяжело кашляет и плачет, видя, что ее конец близок. В следующий раз она сделает мощный меч, достойный Рагнара, но следующего раза для нее не будет. Рагнар начинает волноваться и злиться. Он хочет, чтобы они оба выжили и смеялись вместе, но если это невозможно, он хочет, чтобы она смотрела, как он сражается. Он обещает победить с помощью этого меча и победить Уолтера Камуи. Даже если она не сможет его увидеть, он будет сиять так ярко, что у нее не будет другого выбора, кроме как ясно его увидеть. Назарина подходит и берет ее на руки, позволяя Рагнару продолжить путь к Уолтеру Камуи. Если Стария умрет, ему будет грустно. Но он будет рад, что встретил ее. Поэтому она должна продержаться до конца, потому что с этого момента он станет сильнее, чем в будущем. Уолтер Камуи спускается, и Рагнар требует, чтобы он немедленно превратился в дракона. Но он хочет вернуться к тому, на чем они остановились, и показать ему свой коготь. Коготь может менять свои характеристики в зависимости от пользователя. Поэтому, когда он схватил его, коготь превратился в коготь-молнию. Он расширяется и трансформируется с молниеносной скоростью, демонстрируя это, становясь огромным. Он выпускает мощные электрические разряды, которые разрушают землю. Но Рагнару все равно, он просто хочет, чтобы Уолтер Камуи превратился в дракона. Уолтер Камуи атакует его, и Рагнар мгновенно замораживает его вместе с рукой Уолтера Камуи всего одной рукой. Затем он быстро бросается на него и разрезает его пополам, что очень радует Уолтера Камуи. Он кладет свой меч себе за спину, и тот ярко светится. Он хочет, чтобы Уолтер Камуи быстро превратился в свою самую мощную форму, чтобы он мог победить его в полную силу. Меч на спине Уолтера Камуи сияет еще ярче, и он слегка парит над землей, как какой-то бог. Уолт Мауи находит это очень забавным, когда восстанавливается. Он начинает сравнивать их оружие. Его коготь достигает 100% в руках пользователя, а меч Рагнара — 120%.
Наконец он становится серьезным и превращается в дракона. Он атакует Рагнара, и тот блокирует удар руками, выпуская огромное количество серебристой энергии. Это создает вокруг них хаос, и Назарина берет Старию и уходит. Рагнар видит их и посылает меч, чтобы они могли двигаться быстрее. Затем он сосредотачивается на своем противнике и бросается на него, чтобы сразиться в ближнем бою, нанося ему удары серебром, от которых тот немного отступает. Рагнар продолжает атаковать, но Уолтер Камуи отбивается когтем, и они оба начинают бороться. Уолтер Камуи видит брешь и бьет Рагнара хвостом, отбрасывая его на землю. Затем он раскрывает коготь, чтобы пронзить его на расстоянии, но Рагнар уворачивается и встает. Уолтер Камуи бросается на него, но Рагнар блокирует удар, и они продолжают сражаться, пока Уолтер Камуи не берет верх. Он подкрадывается к Рагнару сзади и стреляет в него. К счастью, меч активирует один из барьеров Старлии, чтобы отразить атаку. Однако Уолтеру Камуи все же удается схватить Рагнара и прижать его к земле когтем. Рагнар пытается заморозить коготь, а Уолтер Камуи готовится выстрелить в него электрическим шаром. Рагнар вовремя освобождается и блокирует атаку одной рукой. Он превращает другую руку в клинок и разрезает атаку пополам, направляя ее на Уолтера Камуи, которого отбрасывает в небо и отрубает ему руку. Уолтер Камуи решает атаковать, пока восстанавливается, а Рагнар защищается. Они продолжают сражаться, а Назарина наблюдает за ними с земли за пределами барьера. Она держит Старию на руках и восхищается светом Рагнара, рассказывая об этом Старии. Стария говорит ей перестать тратить время на того, кто вот-вот умрет, и уйти. Назарина беспокоится, но понимает, что Стария больше не отвечает. Она уходит, прощаясь с ней, оставляя тело Старии. Тем временем Небула продолжает чувствовать присутствие Крамсона. Он установил ультиматум в альтернативном пространстве и беспокоится, что Малиновый может захватить это пространство. Малиновый начинает читать заклинания и пробивает барьеры Небулы. Небула начинает паниковать, потому что Малиновый слишком быстр. Он уничтожает все их усилия за считанные секунды. Но Небула начинает стараться лучше. Он усердно работает, чтобы укрепить барьер и помешать Малиновому. К сожалению, появляется Смайл и поглощает его. Малиновому наконец удается пробить все барьеры и попасть в альтернативное пространство. Он тихо подходит к Ультиматии, которая стоит к нему спиной, и направляет на нее пистолет. Прежде чем он успевает выстрелить, Небулум кричит ее имя, чтобы предупредить. Ультиматия оборачивается и видит, что Малиновый стреляет ей в плечо. Она использует свою кровь, чтобы создать огонь и бросить его в Малинового. Он уворачивается и приземляется на другую платформу. Он получает доступ к системе пространства и меняет ее так, чтобы запереть их там и изменить скорость времени. Он не хочет, чтобы кто-то вошел, и не хочет, чтобы Ультиматия использовала свою магию вне пространства. Она понимает, что ее рана не заживает, и вспоминает, что Уолтер Камуи сказал ей злиться в таких ситуациях. Поэтому она приходит в ярость и превращается в дракона. До этого Малиновый пошел за своим сердцем, которое он спрятал. Внезапно появилась его монаршая версия и попросила его сначала обсудить это решение с объективной версией самого себя. Персонажи Элиза и Вероника тоже появились. Они оба не понимали, зачем он это делает, но он решил, что ради Рагны стоит рискнуть жизнью. Даже если он не сможет восстановить и 10% своей силы с помощью сердца, он все равно сможет легко победить Ультимацию. Поэтому он забирает сердце и возвращает его на место, заставляя монарха слиться с ним. Теперь он может высвободить свою истинную силу против Ультимации. Она стреляет в него энергетическими лучами, но Малиновый уклоняется и использует свои светошумовые гранаты. Поскольку время в этом пространстве замедлено, светошумовые гранаты лишь слегка вспыхивают, заставляя Ультимацию спрятаться за щитом. Малиновый стреляет в нее, но пули отскакивают от щита. Она бьет его хвостом, но он уклоняется и вспоминает, как создавал пули, чтобы ударить себя. Они нарушают кровоток и делают магию бесполезной. Поскольку они с Ультимацией используют контроль над временем, их кровоток похож, а значит пули подействуют и на нее. Ему нужно лишь попасть в ее сердце, и она умрет. Он выпускает еще одну пулю, которую ускоряет в 50 раз, и светошумовые гранаты снова слегка вспыхивают. Она вздрагивает от боли, и пуля попадает ей в крыло, разрушая щит. Это также сбивает ее с платформы, и она падает на сломанную колонну, а Малиновый следует за ней. Он ускоряет еще одну пулю, когда она съеживается и в страхе выпускает мощный энергетический заряд. Пока продолжается битва, Кристофер и Фу побеждают Алтозора. Но перед тем, как уйти, он использует свое секретное оружие, чтобы победить и их. Айк подходит к нему и быстро замораживает. Малиновый продолжает сражаться с Ультимацией и понимает, что ее энергетические взрывы слишком сильны. Может, она и самый слабый монарх, но у нее огромный запас магии. Она может одолеть самых сильных драконов, просто нападая на них без разбора, что она сейчас и делает с Малиновым. Из-за этого ему трудно подобраться к ней.
Поэтому он использует свою психическую атаку, чтобы заставить пространство замолчать, усилить свой голос и мучить ее. Он не считает ее такой же, как Карула, поэтому она пытается стать монстром и почувствовать себя особенной. Она просто клон. Это ее пугает, особенно когда он оскорбляет бога драконов. Это буквально заставило ее разрушить целую страну из-за кондитерской, и это по-детски. Он описывает это так же, как она это видит. Молодая Карула, которая выглядит точно так же, как она и ее сестры, которые погибли из-за нее. Ультиматия начинает паниковать. Она вспоминает свои прошлые поступки. Она просто хотела быть доброй. Она не хотела выбирать, кого спасать, потому что больше всего хотела спасти себя. Тем временем Борджиа приходит в ярость из-за смерти Небулона и заходит в комнату, где слайм все еще пожирает его. Он уничтожает его вместе с зданием, оставляя только скелет Небулона. Он опустошен, но помнит, что нужно сосредоточиться на самом важном – защитить ультиматию. Оплакав Небулона, он разрушает стены альтернативного пространства. Он успевает это сделать как раз в тот момент, когда Малиновый собирается выстрелить в ультиматию, которая в ужасе плачет. Он зовет ее, чтобы она смогла выбраться через дыру, которую он проделал в стене. Ультиматия пытается убежать, но Малиновый преследует ее. Она пытается выстрелить в него еще раз, но он уклоняется от всех ее выстрелов и продолжает преследовать ее. Еще один выстрел. Снаружи Камиру, к сожалению, убили, но ее хвост змей все еще жив. Он меняется с ней местами, чтобы принять человеческий облик. Борджиа сразу же чувствует его присутствие. Раньше они вместе служили багровому богу, поэтому он потрясен тем, что тот все еще жив. Он приходит в ярость из-за предательства бога-дракона и в гневе высвобождает свою силу. Он выпускает огромный магический заряд, но тот не достигает змея. Змей же использует невероятно мощный прием под названием «Крушение мира», из-за которого Борджиа взрывается изнутри. Этот прием уничтожает все на своем пути, включая альтернативное пространство и барьер Небулана. Это ранит и Ультиматию, и Багряного, и они падают на землю. Змей извиняется перед Багряным, прежде чем упасть на пол и умереть от собственного приема. Солнце освещает их всех, так как барьер разрушен и Борджиа загорается. Он зовет Уолтера Камуи, чтобы тот защитил Ультиматию, ведь теперь он остался один. Но в этот момент Айк добивает его, отрубая ему голову. Оставшиеся члены отряда подбегают к раненой Ультиматии. Такамуи все еще сражается с Рагнаром, и несмотря на то, что он быстрее, ему приходится нелегко. Рагнар выкладывается на полную, атакуя, защищаясь и уворачиваясь. Уолтер Камуи атакует его когтями во всех направлениях, изгибаясь по своему желанию, а Рагнар уворачивается как сумасшедший, прежде чем контратаковать. Уолтер Камуи блокирует атаку, рискуя заморозить свой коготь. Он блокирует еще одну атаку, понимая, что Рагнар начинает превосходить его. Рагнар отрубает ему обе ноги и хвост, заставляя его отпустить коготь. Затем он продолжает атаковать и усиливает свою серебряную энергию, чтобы поразить Уолтера Камуи охотничьей вспышкой. Это заставляет Уолтера Камуи тоже перейти в наступление. Он хватает свой коготь и отражает атаку Рагнара. Ультиматия встает, и остальные бросаются к ней на помощь, но Назарина ударяет ее ножом в голову, и она кричит от боли. В ответ Ультиматия выпускает энергетические заряды, которые ранят нескольких солдат и даже сбивают с ног Назарину. Уолтер Камуи, в свою очередь, использует мощное боевое искусство бога молнии, которое сильно увеличивает гравитацию и сбивает с ног всех, включая Ультиматию. Рагнар с удивлением наблюдает за этим. Уолтер Камуи трансформировался и соединил свой коготь с рукой, превратив ее в клинок. Рагнар тоже приготовился, но Уолтер Камуи оказался слишком быстрым. Он так быстро взмахнул клинком, что Рагнар даже не успел заметить. Он двигался так быстро, что Рагнар не мог предугадать его атаки или контратаковать. Однако Рагнару удается нанести удар, но Уолтер Камуи бьет его коленом в живот. Колено заостряется как коготь и пронзает его. Затем Уолтер Камуи обезглавливает его, усиливая электрический заряд. На земле Кримсон истекает кровью из-за ранения. Он слышит, как слайм бродит вокруг в поисках еды. Он зовет его, чтобы тот пришел с девушкой из отряда Старли. В этот момент происходит мощный взрыв от атаки Уолтера Камуи. Ударная волна отбрасывает все в сторону. Голова Рагнара отлетает, и Уолтер Камуи хочет увидеть когтистого монарха. Он достиг своего пика и хочет найти ее, хлопалку и бога дракона. Рагнар удивляет его еще одной мощной атакой, которая отправляет его в глубины земли и ломает его меч. Он приставляет голову обратно к телу и использует серебро, чтобы исцелиться. Ему все еще больно, но он не позволяет Уолту Камуи делать то, что тот хочет. Ультиматия подбегает к Уолту Камуи и кричит его имя. Он кричит ей, чтобы она не вмешивалась в их бой.
Рагнар готовится к атаке, и Уолт Камуи понимает, что он использует тот же прием, что и в прошлый раз, когда они дрались. Но он не слишком беспокоится, потому что может выдержать этот прием. Он быстро бросается на Рагнара. В этот момент он использует еще один прием, чтобы перейти в свою высшую форму, способную даже разрушить солнце. Прежде чем он успевает добраться до Рагнара, Рагнар думает о том, что нужно использовать все свои силы и стать абсолютным. Ему нужно отточить прием охотничья вспышка, потому что этого недостаточно, чтобы победить Уолта Камуи. Она должна стать быстрее звука и молнии и наносить урон мгновенно. Он увеличивает свою силу, чтобы достичь этого, и дважды ранит Уолта Камуи, прежде чем тот успевает нанести удар. Огромное количество высвободившейся энергии вызывает мощный взрыв, который уничтожает Уолта Камуи, пока когтистый монарх наблюдает за этим. Она замечает, что Уолт Камуи победил всех своих врагов, используя скорость, и был побежден скоростью. Когда он умирает, он вспоминает, как украл все силы, которые нашел, и сделал их своими. Но он не может украсть силу Рагнара, потому что даже не понимает, как это делается. Он бросает в Рагнара свои когти, но тот отбивает их мечом и падает на землю. Ультиматия наблюдает за всем этим и потрясена тем, что Уолт Камуи погиб. Она не может в это поверить, она даже не может это принять. Она громко кричит, высвобождая огромное количество магии, и время останавливается. Когда она понимает это, она надеется, что ее сила вернулась, и она сможет повернуть время вспять, чтобы вернуть всех назад. Но когда она попыталась это сделать, девушка из отряда Старлии выстрелила ей в сердце из пистолета Малинового. Малиновый приказал ей это сделать. И когда она услышала, что Ультиматия хочет повернуть время вспять, она засомневалась. Если бы она позволила ей это сделать, то снова увидела бы своих товарищей. Но прежде чем она успела что-то сделать, раздался выстрел. Она упала на колени и заплакала от того, что натворила, а Ультиматия умерла. После этого Малиновый снова запер свое сердце и принял облик монарха, чтобы вернуться к своему обычному виду. На поле боя тихо, повсюду лежат мертвые тела солдат. Это не очень приятное зрелище, даже для Малинового. Рагна сидит там, держа в руках обломок своего меча и глядя на него. Он видит свое будущее, спрашивает, сожалеет ли он. Он отвечает, что нет, потому что без всех них он бы не победил. Но ему все равно грустно. Его будущее «я» подходит к нему и превращается в Малинового, который спрашивает, не собирается ли он сдаться из-за грусти. Он отвечает, что нет. Он может терпеть грусть, но никогда не перестанет сражаться с драконами, даже если будет делать это в одиночку. Затем Малиновый будет его, и он просыпается в капсуле. Малиновый и Голем отводят его в комнату, где спит Старлия. Назарина, Слайм и Айк тоже там. Малиновый говорит ему, что Старлия полностью излечилась от яда Отозоа. Когда Айк собирался прикончить Отозоа в бою, Отозоа дал ему противоядие от яда в качестве награды. Итак, физически она в порядке, но находится в коме. Рагна подходит к ее кровати. Он помнит, как она просила его быть с ней, потому что не хотела, чтобы он был несчастен. Он так счастлив, что она жива и вроде бы здорова. Он плачет, убеждая себя, что однажды она проснется и сделает ему меч, как и обещала. Несмотря ни на что, победа есть победа, и все солдаты Старли, живые и мертвые, согласны с этим. После этого Рагнар собирает остатки своего меча, свой плащ и отправляется на охоту за следующей драконьей кровью.